Среди обитателей океана встречаются абсолютно разные, удивительные и шокирующие. Маленькие и большие, буйные и спокойные, красивые и не очень приятные на вид обитатели океана. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Наливайте чаек, и мы начинаем. Эта рыба, если ее можно так назвать, обитает на значительных глубинах Мирового океана. Внешний вид этого существа настолько необычный, что сразу на ум приходит такое определение, как объект внеземного происхождения. И хотя эта рыба совсем некрасивая, ее облик вряд ли оставит равнодушным того, кому удалось увидеть это существо. Рыба-капля обитает в глубинах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Причем наиболее часто ее можно встретить возле побережья Австралии и Тасмании. Держаться она предпочитает на глубинах от 600 до 1200, а иногда и больше метров. Там, где она живет, давление воды в 80 и более раз превышает давление возле поверхности. Учитывая то, что увидеть ее можно крайне редко, многие ученые начали сомневаться в ее истинном существовании. Своим видом она больше напоминает животное из научно-фантастического фильма. Рыба-капля считается таинственным и скрытным существом, поскольку обитает на глубинах, на которые не способны нырять аквалангисты. Ее впервые описали в 1926 году, когда эта рыба попала в сети австралийских рыбаков. Уже прошло почти 100 лет, как мир узнал об этой рыбе, но изучена она крайне мало. В отличие от обычных рыб, рыба-капля не имеет чешуи. У рыбы-капли очень большая голова и маленькие узкие плавники. Эта форма действительно напоминает падающую каплю, что оправдывает название рыбы. Люди, которые видели это животное, считают его уродливым не только из-за внешнего вида, но и из-за структуры ее тела. Большая часть массы тела желеобразная и имеет небольшое количество твердых костей и мышц. Имея такое тело, она может плавать по дну океана, не затрачивая при этом много энергии и не рискуя быть раздавленной из-за высокого давления воды. В естественной среде обитания рыба-капля выглядит немного по-другому. На дне моря из-за большого давления воды она кажется более сжатой и более похожей на рыбу. Поскольку рыба-капля питается тем, что плавает на дне морском, рацион ее питания довольно разнообразный. Эта рыба может употреблять в пищу все виды организмов, находящиеся вокруг нее. Наиболее частым являются мелкие ракообразные, моллюски и фитопланктон. Благодаря тому, что эти рыбы имеют довольно большой рот, иногда они могут поймать и морских ежей. Известно, что эта рыба может обходиться без еды в течение нескольких дней. У рыбы-капли не так много естественных врагов, но они все же есть. Прежде всего, основными естественными врагами являются такие же глубоководные жители, обитающие в тех же глубинах, но обладающие куда большими размерами и являющиеся более агрессивными и хищными по своей натуре. Это осьминоги, кальмары и некоторые виды удильщиков. Что касается размножения этих рыб, то эта сфера их жизни до сих пор полностью не изучена. Самка рыба-капля откладывает икру на различные поверхности на дне океана. Она способна отложить несколько тысяч икринок, но только 1% из них может дожить до зрелого возраста. Иногда несколько пар рыбок делают свои кладки недалеко друг от друга. Некоторые ученые, наблюдавшие за жизнью рыбы-капли, могли видеть, как гнезда этих рыб примыкали друг к другу, и родители, паря над ними, совместно защищали свою икру. После того, как из икринок вылупляются детеныши, родители остаются с ними, чтобы продолжить защищать их от хищников. Это длится до тех пор, пока детеныши не вырастут и не отправятся в собственное плавание. Средняя продолжительность их жизни составляет 8-9 лет. Многие задаются вопросом, съедобна или нет рыба-капля. Тут мнения разделились. Из-за того, что об этой рыбе мало что известно, и из-за ее непривлекательного вида, европейцы относятся к ней с осторожностью. Для них эта рыба считается несъедобной. А вот у жителей Японии и некоторых прибрежных стран Азии блюда, приготовленные из этой рыбы, считаются деликатесом, хотя и не имеет никаких полезных свойств. Так как рыба-капля находится под угрозой исчезновения, то в последнее время все чаще можно услышать, как ученые бьют тревогу по поводу ее сохранения и защиты. Во многих странах уже вводятся ограничения по поводу вылова этой рыбы. И данный вид был занесен в Красную книгу, и ему был присвоен статус вида, находящегося под угрозой исчезновения. Ну а вам спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте жмякнуть большой палец вверх и подписаться на канал. Берегите природу и всем пока!